Мои дорогие девы, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2022 год. Несколько с опозданием, но надеюсь, что во благо, так как снимаю для вас в первые лунные сутки наступившего года. Соответственно, те посылы эмоциональные и желания, которые вы будете загадывать на растущую луну, они всегда будут работать со знаком плюс. Итак, сегодня у нас в работе Таро золотой нити, руническое Таро, и дополнительно я буду еще доставать сигилы вашего ангела, вашего архангела на этот год, и будем с вами запечатывать желания. Поэтому пока я выполняю расклад, у вас есть возможность подумать над тем, что вы хотите осуществить, загадать, реализовать. И по итогу будем запечатывать ваши желания с оговором. Ну а сейчас настраивайтесь на расклад, на получение информации. Будем с вами смотреть и анализировать предстоящие события. Хочу напомнить, что расклад является общим. Если кому-то необходимо, смотрите по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте, делайте выводы для того, чтобы вам было в первую очередь как удобнее, корректнее просмотреть для себя событийный ряд и сопоставить, какой все-таки из знаков по Солнцу или по асценденту для вас является более значимым. Итак, что вас ожидает в плане бизнеса и работы? Что вас ожидает по вопросам финансов? Что вас ожидает по вопросам здоровья, личной жизни? Неожиданные события. Карта года. Карта совет. Что уйдет? И что придет в рамках 2022 года. Итак, давайте с вами будем смотреть, что же у вас здесь идет на работу и на бизнес. У вас здесь ложится аркан правосудия. Будем смотреть и раскрывать эту карту. Так. Здесь у вас переживания и страхи относительно того факта, что многие опасаются здесь проверок, особенно если у вас там свое предприятие и так далее. То есть, потому что здесь, как показывают карты, действительно могут в отношении вас быть какого-либо плана штрафные санкции. Но переживать об этом не нужно. Почему? Потому что предупрежден, значит вооружен. И если вы знаете информацию на текущем этапе, соответственно, вы можете скорректировать событийный ряд и попытаться это предотвратить. Поэтому проверяйте все свои аудиторские отчеты, всю свою бухгалтерию, сопоставляйте, сравнивайте. Если есть черная бухгалтерия, тоже постарайтесь привести в порядок, потому что, как показывают карты, такова ситуация есть. Если вы являетесь наемным сотрудником, то здесь это экзамены, это проверки, которых не избежать. И вот видите, ваши переживания здесь из серии «Останетесь ли вы на рабочем месте?», сможете ли вы удержать этот уровень заработной платы, к которому вы дошли, да, и будут ли у вас какие-то перспективы роста. На самом деле опасения у вас здесь беспочвенные. Даже если будут проверки, вы сможете их выдержать и пройти достойно. Но вот если вы в статусе соискателя, то здесь переживания, в принципе, относительно вопросов трудоустройства. И могу сказать так, по вашим картам, если смотреть, то здесь это трудоустройство у вас не будет официальным. Это как заработная плата в конверте и так далее. Если вы не работаете по ряду причин, то есть вы неработающий пенсионер, вы домохозяйка, или же вы в декрете, то здесь переживания относительно официальных выплат, потому что кто-то из вас переживает и нервничает, что отменят какие-то для вас льготы, субсидии, и вы здесь будете думать о том, как находить для себя дополнительный источник дохода. То есть вот эти опасения и страхи, они у вас здесь есть. Но сейчас я спрошу, урежут ли вам субсидии? По тузу кубков нет, поэтому ваши переживания здесь беспочвенны. Единственный момент, что вне зависимости от того, действительно, да, урежут или не урежут, и речь идет о том, что все-таки суммы маленькие, вам не хватает, для того, чтобы закрывать ваши базовые потребности. Смотрим финансовую сторону вопроса. И у нас ключевым арканом здесь идет Солнце, поэтому будем с вами раскрывать и смотреть, что же здесь будет по ситуации. Десятка жезлов, смерть и четверка жезлов. Итак,
Смотрите, по аркану Солнца у вас есть деньги, у вас есть прибыль, но многозадачность, которая стоит перед вами, а именно десятка жезлов, смерть и четверка жезлов, это деньги как пришли, так и сразу ушли. Тут нет возможности накопления, либо откладывать. Почему? Потому что вот по связке этих карт у многих это выплаты, допустим, ипотека, кредиты, рассрочки, все, что связано с вопросами недвижимости, будь то также ремонтные какие-то работы, либо обустройство вашей недвижимости, причем недвижимость не обязательно жилая, она может быть коммерческая. И здесь существенные траты на семью, то есть вы можете здесь помогать вашим близким, вашим родственникам и решать их финансовые проблемы. Не потому, что особо хотите, ну, скажем так, складутся обстоятельства, сложатся, и вам нужно будет решать это на повестке дня. Финансов-то хватает, но нет возможности для того, чтобы отложить на дальнейшее, да, то есть деньги как пришли, так и ушли. Вот то, что здесь у вас идет. Здоровье. Император. Ну, по императору вообще карта двоякая. Почему? Потому что ну, практикующие люди знают, что любой аркан, независимо от того, насколько он позитивен, в связке определенных карт он может давать ту либо иную информацию. Поэтому не будем забегать вперед, посмотрим, что же здесь у вас по факту. И как показывают карты, туз кубков, шестерка пентаклей, шестерка жезлов, замечательное состояние здоровья, физическое, эмоциональное, ментальное. Единственный момент, это в большей степени касается мужчин, поскольку у вас здесь император и карта туза кубков, это вопросы репродуктивных функций. Во-первых, для вас это может обозначать как нюансы, связанные с отцовством, то есть зачатие ребенка, да, впоследствии деторождение. Но если кто-то планирует и есть какие-то проблемы с репродуктивными функциями, то это то, что вы сможете успешно либо удачно для себя решить. Но это в большей степени, повторюсь, касается мужчин. Если речь идет о девушках, которые не могут зачать, выносить и так далее, то здесь больше карты рекомендуют обратить внимание на вашего партнера и на его состояние здоровья. Так, вопросы личной жизни. Императрица. Ну, прекрасная карта. Почему? Потому что она сама по себе символизирует быть в паре. Императрица – карта женщины, матери, супруги. То есть для женщины это, в принципе, быть в такой ипостаси. Для мужчины это, если вы, допустим, свободны, это обретение такой половины. Ну, если вы находитесь уже в союзе, то здесь, знаете, как показывает карта, ситуация является неизменной. Ну, давайте посмотрим, что же здесь по факту. Какова у вас здесь будет ситуация. Так. Восьмерка кубков, колесо фортуны и семерка жезлов. И еще одна колода у нас здесь ложится маг. Ну, давайте раскрывать эту ситуацию. Итак, если вы свободны, то по восьмерке кубков это либо знакомство на расстоянии, либо в дороге, потому что в связке, видите, идет с колесом фортуны. И обратите внимание на то, что ситуация является у вас знаковой, кармической, потому что по семерке жезлов это по принципу Вселенная, боги, смотря кому вы обращались, услышали ваши молитвы, идут кардинальные изменения по судьбе. Причем здесь появление человека, который активно вас будет добиваться. Но так как каждый из вас находится в разных ситуациях, в разных условиях, поэтому для каждого из вас я буду просматривать эту информацию. Сейчас посмотрим для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, как для вас будет развиваться здесь событийный ряд. Для вас по девятке жезлов это идет ситуация осознания, что здесь нечего ловить. Девятка жезлов – это много преград. Это ситуация, когда отношения себя уже исчерпали. И здесь по связке карт вообще уходить в новую связь, в новый союз, в новые отношения. Для тех, кто находится в стабильных союзах, то есть вы встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак, по магу здесь все неизменно. Здесь проявление вашей такой доминантной ноты, вашей активности, потому что вы будете, вне зависимости от того, кто меня смотрит, женщина или мужчина, главой семьи, таким вот негласным серым кардиналом, который развивает отношения так, как ему комфортно. Но у вас здесь стабильная ситуация, поэтому здесь все прекрасно. Неожиданные события. Что у вас здесь проходит? Как мы видим, падает старший аркан маг. Маг – это в первую очередь реализация вашего потенциала, новые цели, новые возможности, достижение этих целей. Это взять контроль над своей жизнью, над ситуацией. Безусловно, карта очень часто у нас показывает на обращение к каким-либо узкопрофильным специалистам для решения тех либо иных проблем, начиная от врача, адвоката. То есть это может быть, в принципе, знаете, специалист, допустим, вы ищете себе наставника, учителя,
потому что маг это в первую очередь человек-эксперт в какой-то нише, в каком-то вопросе. Поэтому давайте проясним, о ком или о чем здесь будет идти речь. Девятка кубков, луна и пятерка мечей. Итак, что здесь идет по связке карт? Во-первых, это взять контроль над собой в свои руки. И для многих это решать вопросы, связанные с зависимостями, причем неважно какими: пищевыми, алкогольными, табакокурением, то есть то, что вас разрушает. Маг это обращение к специалисту, будь то диетолог, эндокринолог, нарколог и так далее, да, чтобы устранить эту ситуацию, эту проблему. Следующий вопрос. Поскольку девятка кубков, луна, пятерка мечей это проблемы, связанные с деторождением, а непосредственно по связке карт здесь не закрепляется плодное яйцо. То есть по магу через врача решать эту ситуацию. У кого есть такая ситуация, есть такая проблема в принципе. И еще такой момент. Девятка кубков, луна, пятерка мечей, уж простите за сленг, это как собачиться из-за вопросов наследования. Не обязательно это наследство. То есть, вы знаете, как при живых родителях вы можете уже что-то как бы вот здесь делить или выяснять. И вот маг это обращение будет к нотариусу или к юристу для решения этих вопросов, этих ситуаций. Что у вас уйдет? Здесь у нас ложится аркан жрец. Давайте смотреть, раскрывать эту ситуацию. Что же здесь у вас будет уходить? Так. Сила, пятерка кубков, тройка мечей. Итак, в первую очередь, то, что здесь идет по связке карт, особенно у кого были серьезные проблемы со здоровьем, вы прикладывали к этому очень много усилий, ситуация наконец-то отходит. То есть она себя исчерпала. Это первый момент. Дальше, поскольку у нас жрец символизирует учебу, наставничество, обучение. Здесь, знаете, как принять для себя грамотную позицию, потому что сила – это когда вы находите в себе силы, например, осознать, что, блин, это не мое, либо я это не тяну, либо мне это не нужно. То есть, например, вы пошли на какую-то специальность и разочаровались, и поняли, ну, что нет смысла сюда вкладываться, и по тройке мечей ставить точку. Еще, безусловно, у нас карта жрец, карта брака. Но вот здесь по связке карт сила, пятерка кубков и тройка мечей – это принять либо найти в себе силы, если у кого-то на повестке дня была такая ситуация, да, любовного треугольника, отсечь третью сторону и заниматься вопросами укрепления отношений, что у вас здесь вот по картам и идет. Хорошо, давайте будем просматривать, что придет в рамках этого года. Повешенный. С одной стороны, у нас, безусловно, данный аркан, карта жертвенности. Ну, не могу сказать, что жертвоприношение, да, это когда вы себя приносите в жертву, либо чем-то жертвуете ради какой-то идеи, цели, задачи, либо развития ситуации. Но у нас вместе с тем это карта духовности, карта погружения в себя, возможно, в своей прошлой жизни, карта регрессинга, карта самопознания, это самокопание в себе для того, чтобы понять и принять ситуацию. Почему с вами складываются те либо иные события, они происходят? Какой урок вы должны вынести из любого вопроса, либо любой ситуации? Или там для чего человек появился в вашей жизни? Или какую миссию вы должны выполнить? Или какой жизненный урок пройти? Вот здесь это в первую очередь углубиться в эти вопросы. Вопросы духовности, вопросы вашего развития. В чем-то, возможно, самопожертвование собой ради других. Ваши близкие, дети и так далее. Карта духовного личностного роста. И это то, что помогает вам в первую очередь изменить свой взгляд на многие вещи. Потому что, как вы знаете, эта карта всегда показывает взгляд в подвешенном состоянии, изменение точки зрения. Потому что смотрите вы на любую ситуацию под другим углом. Ну, давайте будем прояснять, как же у вас там по факту. Что же у вас здесь? Семерка кубков, королева кубков и паж пентаклей. Итак, о чем тогда здесь у нас идет и речь? Во-первых, это изменение модели поведения в общении с детьми, поведении с детьми. Это, в принципе, углубление в себя, желание реализовать мечты, заниматься вопросами творчества, получать новый опыт. У многих это реализация через детей. Неважно, будь то вы педагог, наставник, репетитор, аниматор и так далее. Потому что здесь получать опыт духовности. У кого-то новый опыт, новая реализация в качестве психолога. И еще сама вот эта триада, связка карт, она указывает на ситуацию зачатия, деторождения. Ну и повешена у нас карта вынашивания ребенка. Поэтому кто
планировал, для кого были актуальны эти вопросы, то смело пробуйте и реализовывайте этот момент. Давайте смотреть, анализировать, какова у вас карта года и совет от карт. У вас карта года падает старший аркан сила, и карта совета у вас аркан луна. Каждый аркан мы сейчас, безусловно, с вами раскроем. Но сила, в первую очередь, это найти в себе силы, бороться с какими-то ситуациями, проблемами, комплексами. Это найти поддержку как внутри самого себя, так и, знаете, за счет вашего окружения. Это акцент на укрепление здоровья, будь то физические нагрузки, изменение режима дня, либо вопросов питания. Ну, давайте смотреть, что здесь в принципе у вас идет. Звезда, двойка пентаклей и четверка кубков. У многих это борьба с апатичным депрессивным состоянием, с вопросами внутреннего эмоционального раздрая из серии «Кто я?», «Зачем я сюда пришел?», «Каким путем мне двигаться дальше?». Потому что вот руна Райду, это двойка пентаклей, показывает, что вы как на распутье. У вас заминка, потому что вы не понимаете, куда двигаться дальше. Особенно здесь у многих проходило неверие в себя. Особенно если по аркану звезда у вас стоял какой-то крупный план, крупная задача, идея, и вас не поддерживают родственники, либо ваши друзья. Вы хотите себя реализовать в каких-либо начинаниях, но в себя не верите, либо стесняетесь, простите, стесняетесь, либо сомневаетесь. Так вот здесь найти в себе силы, побороться за свою мечту, найти свой путь и выйти из ситуации вот этого эмоционального застоя, когда никого не хочу, никого не вижу, ничего не слышу. Луна. Луна у нас в первую очередь как доверяй себе, слушай свою интуицию. Погрузись в свои внутренние страхи и их проработай. Луна также у нас как совет. Это карта проработки каких-то ситуаций с психологом либо с эзотериком. По Луне у нас что здесь еще идет? Это избавление от бессонниц, это выравнивание гормонального фона. Луна у нас также карта зачатия, деторождения, поэтому советы здесь могут быть многогранными. Поэтому давайте посмотрим. Колесница, тройка жезлов и отшельник. Это, знаете, в первую очередь, не верь, не бойся, не проси. Иди своим путем. Ты видишь горизонты, которых тебе нужно достичь. Причем по отшельнику не бойся, если тебе этот путь придется преодолевать самостоятельно. То есть кого-то оставить за спиной и двигаться, ну, знаете, как без оглядки назад. Здесь в первую очередь не бояться и двигаться вперед для достижения ваших целей и ваших задач. Если мы с вами сейчас посмотрим и проанализируем год в целом. Так, что здесь мы видим? Ну, если смотреть на все арканы, то здесь у вас все-таки наиболее ключевой и значимый это будет сфера личной жизни, это раз. Так, ну везде у вас идет по одному старшему аркану, то есть остальные сферы такие в равнозначных долях. Ну вот личная жизнь, там, конечно, только колесо фортуны, но там карты идут усиления, особенно которые мы тянули над опытом, и маг, и семерка жезлов. Поэтому все-таки акцент у вас будет идти по личной жизни. Сейчас вы, пожалуйста, подумайте о вашем желании. Я дотяну для вас карту вашего архангела, вашего ангела-хранителя на этот год. Так, и видите, у вас здесь падает аркан, который в первую очередь вас как заставляет или в первую очередь как просит обернуться к своему внутреннему естеству. Это архангел, это бог терпимости. Он вам дарует и терпение, и помогает раскрывать секреты природы вашего естества. Он способствует раскрытию вашего внутреннего потенциала, получению знаний и реализации их на практике. Потому что здесь это, знаете, как архангел, который помогает выйти из кризиса. Видите, у нас пятерка пентаклей, когда вы находитесь в каком-то подвешенном состоянии. И в первую очередь это касается вашей работы, реализации финансового плана. То есть помогает направлять, помогает развитию, особенно если у вас есть какое-то свое предприятие. Поэтому здесь настраивайтесь на ваше желание. Я тихонечко прочитаю оговор, и мы с вами его запечатаем.
Все, ваше желание мы запечатали. Теперь в любом случае все негативные аспекты, если даже таковые были, мы для вас перекроем позитивными. Год в чем-то нелегкий, потому что, знаете, как здесь нужно брать много на себя ответственности. В первую очередь, знаете, как менять свою судьбу самостоятельно. И многие из вас на это не решаются. Почему? Потому что, в принципе, мы-то знаки Земли зачастую консервативные, медлительные. Это, знаете, по принципу 7 раз отмерь, один отрежь. Так вот, я хочу, чтобы все-таки в этом году в вашей жизни состоялся прорыв. Прорыв именно в тех сферах, в тех областях, которые для вас являются знаковыми. Чтобы вы действительно управляли колесницей своей жизни, с вами присутствовало вдохновение, чтобы вы действительно смогли выбрать свою идею, свою мечту и стали хозяином своей жизни. Ну и здесь, безусловно, мы будем перекрывать последующими картами. Это, знаете, как сила вам терпения и энергии для того, чтобы все задуманное вами обязательно свершилось. Я вам искренне от всей души этого вам желаю. Еще раз наступившим Новым годом. Пусть этот год для вас будет лучше, чем все предыдущие. Вы сможете осуществить все свои планы, цели и идеи. И потом, по прошествии времени, мне радостно об этом написать. Желаю искреннего этого каждому из вас. Я вас благодарю за просмотр, за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.